Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. А не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира? Да, увидела в интернете очень красивые работы, сделанные зарубежными мастерами. А сейчас попробуем расшифровать и сшить этот красивый блок. На первый взгляд все кажется легко и просто, но есть парочка загвоздочек, секретиков. Пришлось поломать голову. Сейчас все подробно расскажу. Для начала подсчитаем количество необходимых деталей. Одна большая красивая звезда состоит из 4 одинаковых блоков, поэтому весь расчет именно на такое количество. Нам надо 4 темных и 4 светлых квадратика размером 7,5 на 7,5 сантиметров. Эти расчеты я делала для себя. Вы можете взять свои размеры. Все лоскутики разберем попарно. Нарисуем диагональ. Детали сколем между собой. Потом по обе стороны от диагонали проложим строчку на ширину лапки. Девочки, обратите внимание, что этот шов надо прокладывать на всех деталях одинаково, с одной стороны от диагонали. Потому что не на всех моделях швейной машинки игла стоит точно по центру. Строчка должна быть крепкой, мелкой. Закрепки делаем обязательно. Цвет ниток нейтральный. После того, как все отшили, отрезаем уголки в начале швов, потом разрезаем деталь по нарисованной диагонали. Разворачиваем и расправляем заготовки. Получается 8 деталей, квадратов, составленных из 2 треугольников. Эти заготовки тщательно проутюживаем, подравниваем, промеряем. И по этим же размерам готовим следующие детали. 4 квадрата светлых, 6,5 на 6,5 сантиметров и 8 квадратов темных такого же размера. Мы все шьем по-разному. У кого-то припуски могут быть уже, у кого-то шире. Поэтому не торопитесь сразу же готовить все детали. Так, а теперь сделаем предварительную раскладку. Получается, что нам необходимо закрыть оставшиеся места прямоугольниками. Ширина их будет такая же, как и у квадратов, 6,5 сантиметров. А длину считаем так. 2 квадрата, то есть 13 сантиметров, минус припуски на швы, 1,5 сантиметра, то есть длина прямоугольника 11,5 сантиметров. Их нам надо 8 светлых и 8 темных. А теперь приступаем к самой запутанной части сегодняшней работы. На изнанке темного прямоугольника надо нарисовать диагональ. Потом совмещаем диагонали 2 прямоугольников, но укладываем их не прямо, ровно, а крест-накрест. Вот здесь смотрите внимательно. Широкая часть темной детали должна быть слева вверху. Естественно, где только возможно, шьем гирляндой. Заготовки прямоугольников раскрываем и проутюживаем. И срежем лишнюю ткань внутри детали. А теперь приступим к непосредственной раскладке. Блок простой. Если вы все детали шили под правильным углом,
Все должно хорошо встать на место. Сшивать сначала будем детали центральной колонки. Потом сошьем вместе боковые части. А теперь обратите внимание, после каждого шва детали надо обязательно проутюживать. Припуски на швы направлять на сторону темной ткани. Тогда все изделие будет выглядеть опрятно и красиво. Все колонки готовы, соединим их вместе. Получившиеся заготовки надо проутюжить и тщательно подровнять. Смотрите, внутренний квадратик получился размером 5 на 5 сантиметров, а размер всей детали 16,5 на 16,5 сантиметров. Составим из этих маленьких блоков большой красивый узор. Можно детали покрутить, поперекладывать. Сшивать будем все сразу. Сначала прошиваем 2 верхних детали, потом сразу же к ним присоединяем 2 нижних, а уже затем делаем 1 горизонтальный шов. Блок получается очень интересный. В интернете есть много примеров работ красивых лоскутных покрывал, сшитых из таких заготовок. Естественно, если шить крупную вещь, то и размер деталей можно увеличить. Но мне хочется этот блок довести до логического завершения, чтобы он не стал НЛО, незаконченным лоскутным объектом. Размер его сейчас 31,5 на 31,5 сантиметра. Для начала сделаем рамку из полосок темно-синей ткани шириной 5 сантиметров и приготовим полоски светлой ткани шириной 7 сантиметров. Обшили заготовку синим, продолжим светлым. Посмотрите, с изнанки у нас все очень красиво. Конечно, цвет окантовки вы можете взять любой, на свой вкус. А сейчас подготовим все к стежке. Ткань для обратной стороны, холстопрошивное полотно, красивая лоскутная деталь. Низ немного больше лоскутного верха. Все расправим и сколем специальными английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. В процессе стежки необходимо, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. Поэтому воспользуемся специальным приставным столиком. Стежку будем делать самую простую, в шов. Сначала прошиваем середину детали. Доводим строчку до конца заготовки. Переходим на кусочек вспомогательной ткани. Нитки отрезаем. Следующий шов начинаем прокладывать с той же стороны, что и предыдущий. Это поможет стегать ровно и избежать перекосов. Не должно быть никаких развернули полотно и начали шить в обратном направлении. Сначала прорабатываем от центра одну половину заготовки, потом переходим к другой. Самый простой способ стежки – просто в шов по квадратам. Рекомендую сначала освоить его, потому что здесь тоже могут возникать сложности, наплывы ткани. Именно для того, чтобы этого избежать, и нужен приставной столик. Заготовку проутюживаем, подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. Вся заготовка получилась 48 на 48 сантиметров. Первоначально думала оформить ее в декоративную подушку, но сил уже не хватило. Не шмогла я, не шмогла. Но я дала вам идею, а свою заготовку просто обшила бейкой, и у меня получилась очень красивая нарядная салфетка.
салфетка хоть куда, хоть пироги накрывать, хоть сидушку на кресло делать. Вот мужчины в таком случае долго не думают, сразу же себе в машину на сиденье пристраивают. Кстати, мне недавно одна подруга рассказала, что ее остановила полиция, заставила писать объяснительную, почему она пьяная вышла из ресторана, села за руль и поехала. А она знает, что ли? Она в ресторан вообще пешком пришла. В общем, я тоже поехала придумывать новые швейные проекты. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!